что же там у нас было интересного? Там было немало всего интересного. 6-я серия называется «Ловушка». Я, честно говоря, хочется еще чуть больше сразу вот в самом начале поговорить о двух, пожалуй, главных актерах, которые сыграли главные роли. Это Элла Пернелл и Аарон Моттен. Кто же эти ребята, что же они сыграли? Давайте это как раз таки и обсудим. Так, сейчас получается... Таран-пам-пам-пам. В общем... В 6-й серии эти ребята еще больше, скажем так, взаимодействовали, и, соответственно, у них, скажем так, еще больше возникает каких-то более близких связей. Значит, Элла Пернелл сыграла Люси Маклин, а Аарон Моттен Максимуса. Значит, давайте пройдемся по каждому из актеров. Так, получается, Элла Пернелл. Ей 27 лет, она родом из Лондона, Великобритании. Между прочим, хотя я думал, она американка, ну да ладно, тем более она прям такую американку вроде бы играет. Но в целом, как бы я все-таки смотрю не на языке оригинала, поэтому мне было бы сложно это определить. Ей 27 лет, да, она чуть-чуть постарше меня, она 96-го года рождения, но мне тоже 27 лет, как и ей сейчас. У нее аж 35 уже фильмов, с 2010 года она снимается. И самые лучшие — это «Репортер на краю света». По-моему, я даже как-то смотрел этот фильм, вроде бы. Малефисент, оказывается, Малефисенту я смотрел, но что-то я там что-то не помню, если честно. Не помню. Вот реально, что-то Элла. Ну ладно. Значит, сериал это Fallout, «Испытание невинностью» не смотрел, «Белгравия» не смотрел, «Непобедимый» не смотрел, «Шершни» не смотрел. То есть, как-то я прям упустил эту актрису. Что-то в ней есть. Не знаю, что-то в ней есть какая-то. Ну, по крайней мере, она довольно симпатичная девушка. То есть, это как минимум, да. То есть, это уже неплохо, да, согласитесь, друзья мои. И еще один наш главный герой — это Аарон Моттен. Честно говоря, я тоже его не помню, что где-то раньше мог видеть. Он постарше, ощутимо постарше, на самом деле, ему 35 лет уже. Он 89-го года рождения. Значит, лучший сериал у него как раз таки Fallout. «Морская полиция. Спецотдел» не смотрел. «Однажды ночью» не смотрел. «Моцарт в джунглях» не смотрел. «Тайны Лауры» тоже не смотрел. На самом деле, я довольно мало смотрю американских фильмов и сериалов, поэтому да. Он, кстати говоря, родом как раз таки из USA, Остин, Техас. Вот, и у него 21 работа, даже поменьше, чем у нее. Вот, ну давайте все, теперь давайте о том, что происходило. За некоторое время до начала Великой войны Купер снимает рекламный ролик для корпорации Voltec. В рекламном ролике он показывает комнату внутри убежища 4, настоящего камелота ядерного века, управляемого исключительно учеными, которое, по его словам, защитит от излучений и красных. Он представляет семью Хоторнов во главе с Ллойдом и Кассандрой, ученых, изучающих влияние радиации на ДНК человека. Ллойд объясняет, что их семья и еще 80 человек примут участие в 5-летнем испытательном периоде, проживая в убежище 4. Съемки заканчиваются, и Купера знакомит с Бадом Аскинсом, который руководит подразделением Voltec в Южной Калифорнии. Ранее он работал в компании Westech и помогал разрабатывать силовую броню Т-45, которая, по его признаниям, имела множество конструктивных недостатков. Купер, служивший в корпусе морской пехоты США, прямо говорит ему, что из-за этих недостатков погибло много людей в штате Аляска. Бад меняет тему разговора на деловую, но Бад не обращает на это внимания и начинает рассказывать о том, что главным оружием для уничтожения конкурентов станет время и что будущее человечества сводится к управлению. Недовольный Купер быстро покидает общение, чтобы присоединиться к своей жене. Она сообщает ему, что все, что они присутствуют на вечеринке по случаю окончания съемок. Он еще больше разочаровывается, узнав, что они с Бар будут устраивать ее у себя дома. Купер размышляет о том, на что он готов пойти ради своей жены, и целует ее, ну и, соответственно, все это дело соглашается. Потом происходит вечеринка, где он не чувствует себя там особо уютно. Единственный человек, с которым он поговорил, это был его коллега, которого он вроде как сам приглашал. Вот, и в итоге они встречаются уже в более, скажем так, условном, реальном времени, потому что как бы это событие из прошлого. Вот, из, в общем, событиях настоящий, но он, соответственно, является Гулем. А он является, получается, друг Купера, является каким-то там президентом какой-то маленькой земли, про которую Купер, являясь уже Гулем, не слышал даже. Вот.
и он убивает его людей, но самой его не убивает. Пока что. Дальше посмотрим, что будет. На самом деле, что-то как-то удивительно прикольный сериал. Я не понимаю, почему он меня забрал просто, вот забрал. Первые серии такой, типа, ну, вроде прикольно, но что-то как-то хз. А сейчас просто забрал. Вот эта серия мне просто забрала. Вот просто типа, поместила меня в этот мир. Я такой, блин, все, хочу. Хочу дальше о нем как-то погружаться, разбираться. То есть, вот, ребят, это 6-я серия. Вот лично для меня ключевая 6-я серия, которая меня вот просто закинула в этот сериал. Все, я там. Мне уже интересно. Мне уже интересно просто за персонажами наблюдать. Я уже их полюбил. Они уже мне стали близки. И в целом, с точки зрения там перевода, тоже мне в целом понятно, какую мысль, ну, более-менее понятно. То есть, мне даже интересны, более-менее интересны эти диалоги. Хотя, конечно, я не прям все 100% понимаю, о чем там происходит речь. Ну, не 100%. Хотя я смотрю на русском, ну, слушаю, вернее, и смотрю на русском языке, вот, соответственно, казалось бы, можно бы, наверное, 100% понимать, ну или около того, но нет, я, честно говоря, не понимаю вот этих всех каких-то тонкостей, вот этих встреч в барах, потом Купер пошел в прошлом в какое-то странное заведение, где какая-то идеология определенная, которая не была близка Куперу, муссировалась, обсуждалась, навязывалась, возможно. И, в общем, туда его пригласили. Какой-то его тоже знакомый и друг. Актер тоже. И, в общем, там как-то дальше ничего особо не показали. Ну, там вроде просто показали какую-то женщину, которая в итоге встретилась. Ну, как встретилась? Встретилась в виде портрета уже в его, скажем так, в реальном времени, условно. Хотя, конечно, там 2000 какой-то там 200, я не знаю. Мне на самом деле что интересно, как они ну, особо не поменялись, ну, особенно, ну, по крайней мере, его друг, за 200 лет. Ну, типа, как? Не, я понимаю, что люди там в будущем будут жить дольше, но тем не менее. Сейчас вот, например, я вчера посмотрел ролик с какой-то бабулькой, которая исполнилась 101 лет, она 101 год, то есть она выглядит достаточно неплохо. Ну, реально неплохо, еще такая более-менее бодренькая, там что-то задувает свечи на торте, улыбается, то есть я там как-то причесочку всякую там сделали, какую-то, ну, такую серьезную, я не знаю, на самом деле это ее волос или нет, то есть, ну, как даже удивительно неплохие для 101 года. Понятное дело, что как бы не как у молодого человека или женщины, да, но тем не менее, все равно такой вау. 101 год, это очень серьезный возраст, то есть, безусловно, очень мало кто доживает, но это 101 год. Это вообще не близко даже там с 200-300 годами, которые, видимо, они живут, и типа это нормально. Вот. На самом деле, представьте, если у вас, ну, условно вы там, скажем так, условно планируете свою жизнь там не на 80, ну, может быть, даже кто-то 90 лет планирует прожить, да, а 300-400 лет. То есть, как бы вы стали относиться к своему здоровью, к своей жизни, как бы вы стали относиться? Напишите в комментариях, пожалуйста. Это такой, знаете, вопрос философский, как и наоборот, когда тебе очень мало осталось жить. Когда очень мало осталось жить, вроде бы тут более такой, мне кажется, очевидный ответ, как, ну, ты попытаешься сделать все то, что ты откладывал на потом, на завтра и так далее. Вот, и все какие-то у тебя ресурсы есть, там, финансы и так далее, ты вот будешь их растрачивать намного быстрее, то есть вот постараешься все потратить до своей смерти. Вот, а здесь, когда очень долго, то как бы надо очень, наверное, по-другому жизненно вроде должна быть, потому что, не знаю, надо как-то еще более так размеренно жить, еще более как-то спокойно, если у тебя, ну, планируется такая долгая жизнь, да, но при этом все-таки какие-то более, наверное, грандиозные планы можно строить. Более грандиозные, потому что, ну, блин, ну ты столько можешь прожить, значит, какие-то невероятно крутые инвестиционные проекты ты можешь вписываться. Причем инвестиционные проекты, я это, конечно, грубо сказал, ну, там, например, готов ты потратить 50 лет своей жизни на изучение чего бы то ни было. Потому что тебе прям капец как интересно, и просто почему бы нет, если это интересно. Ну, то есть, даже такие штуки. Вот, серия получилась реально прикольной, интересной. Назначенно вам советую. Я, пожалуй, оценю на 7,5 баллов из 10, хотя сам сериал получает 8. Ну, 8, как по мне, это просто что-то такое, блин, ну ни хрена себе. Вот, ну нет, все-таки нет. Все-таки некоторые моменты, вот я повторюсь, что я не совсем, не до конца понимаю. Хотя на Кинопоиске 8 баллов и на IMDb 8,4. То есть ощутимо выше на IMDb. То есть, наверное, там вообще один из самых топовых сериалов. На самом деле, очень интересный сайт, я бы даже его поизучал, потому что там сильно больше, соответственно, именно вот западной аудитории, мне она тоже интересна. Вот, ну, например,
Тот же Fallout, например, оценок на Кинопоиске 91 тысяча, на MDB 209 тысяч. Существенно больше, согласитесь, существенно больше почти. Ну ладно, не почти, ну, в 2 раза точно больше, да? Больше, чем даже в 2 раза. Существенно, соответственно, больше. Вот, это интересно, друзья, это реально очень интересно. Вот, хотя, конечно, сериал, он немножко как бы такой... Ну, на английском языке, можно, конечно, с переводчиком, но там немножко, может быть, как-то корявенько. Вот, в общем, я жду ваши мнения в комментариях насчет данного сериала. Однозначно вам рекомендую, если вы еще не смотрели, то как бы, камон. Или, может быть, вы посмотрели только 5 серий, такие, да что-то, хз. 6-я серия классная, ребят, классная серия, рекомендую. В общем, жду ваши мнения в комментариях, пишите. Огромное спасибо за ваше внимание. И подписывайтесь на все наши другие каналы, другие соцсети, все ссылочки есть в описании, тем более есть дополнительный контент, дополнительные ссылки в описании. Также, пожалуйста, поддержите нас финансово по ссылке в описании, либо оформите спонсорскую подписку на наш канал. Огромное спасибо за ваше внимание.